Глава. Человек помогает совершить омовение своему товарищу. Хадис под номером 181. Передают со слов Усама ибн Зайда о том, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, двинулся с Арафата в Муздалифу, он отошел к ущелью и справил там свою нужду. Усама ибн Зайд сказал: «Я стал наливать ему воду, когда он совершал омовение, и спросил: «О посланник Аллаха, ты будешь молиться?» А он ответил: «Вместо молитвы перед тобой». Хадис под номером 182. Аль-Мугейра ибн Шуба, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды, когда он вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился в пути, пророку, да благословит его Аллах и приветствует, случилось удалиться по нужде, после чего Мугейра стал сливать ему воду для омовения, а он омыл лицо и руки и протер влажными руками голову и кожаные носки. Глава. Чтение Корана и совершение прочих вещей после малого осквернения. Хадас. Мансур ибн Мутамир передал, что Ибрагим ан-Нахаи сказал: «Нет ничего плохого в чтении в бане и написании послания, не будучи в состоянии омовения». Хаммад передал, что Ибрагим ан-Нахаи сказал: «Если на них будут изары, то обращайся с салямом, в противном же случае не делай этого». Хадис под номером 183. Передают со слов Икримы, вольноотпущенника Ибн Аббаса, о том, что Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал ему, что однажды он остался на ночь у Маймуны, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которая являлась сестрой его матери. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я улегся поперек постели, а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, со своей женой вдоль нее. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спал примерно до середины ночи, а потом проснулся, сел и начал протирать себе глаза, чтобы разогнать сон. Затем он прочитал 10 последних аятов суры Аль-Имран, подошел к старому бурдюку, подвешенному к потолку, совершил омовение должным образом, а потом встал на молитву. Ибн Аббас сказал: «И я тоже поднялся, сделал все то, что сделал он, а потом встал рядом с ним. Он же положил свою правую руку мне на голову, взял мне за правое ухо и слегка потрепал его. Потом он совершил 2 раката молитвы, потом еще 2, потом еще 2, а потом еще 2, потом еще 2, потом еще 2, а потом еще 1. Затем он снова лег и лежал, пока к нему не пришел муадзин, и тогда он поднялся, совершил молитву в 2 легких раката, а потом вышел из дома и совершил утреннюю фаджр молитву в мечети». Глава. О том, кто совершал омовение только из-за тяжелого обморока. Хадис под номером 184. Хишам ибн Урва передал со слов своей жены Фатимы, передавшей со слов матери его отца Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Однажды, во время затмения солнца, я зашла к жене пророка, Айше, да будет доволен ею Аллах, и в это время люди совершали молитву. Она также стояла и совершала молитву, и спросила ее, что происходит с людьми. В ответ она указала рукой на небо и воскликнула: «Преславен Аллах! Субханаллах!» Я спросила: «Это знамение?» И она утвердительно кивнула головой. Тогда я тоже приступила к молитве и молилась, пока не начала терять сознание, из-за чего мне пришлось полить себе голову водой. Завершив молитву, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воздал хвалу Аллаху, восславил его и сказал: «На этом месте я только что увидел все, что мне не было показано раньше, в том числе рай и ад.
И мне было ниспослано откровение о том, что в могилах своих вы подвергнетесь такому же или близко к этому испытанию, и будет им испытание, связанное с Антихристом. Приведут одного из вас и спросят, что ты знаешь об этом человеке? И верующий или убежденный ответит, это Мухаммад, посланник Аллаха, который пришел к нам с явными доказательствами и руководством. А мы ответили ему, уверовали в него и последовали за ним. После чего ангелы скажут ему, спи во благе, ибо мы убедились, что ты веровал в него. Что же касается лицемера или сомневающегося, то он скажет, я не знаю. Я только слышал, как люди говорили что-то, и говорил то же самое. Глава. Полное протирание головы во время омовения. Хадис под номером 185. Передают, что Амр ибн Яхья аль-Мазини сообщил со слов своего отца о том, что некий мужчина сказал Абдулле ибн Зайду ибн Асыму, который являлся дедом Амра ибн Яхьи аль-Мазини: «Можешь ли ты показать мне, как совершал омовение в вуду посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Абдуллах бин Зайд сказал «Да» и велел принести воды. А когда ее принесли, он слил воду себе на руки и дважды вымыл их. Потом трижды прополоскал рот и промыл нос. Потом трижды омыл лицо. Потом дважды омыл руки до локтей. Потом протер руками голову, проведя ими от лба до затылка и вернув обратно к тому месту, откуда начал, а потом омыл ноги. Глава. Омовение ног до лодыжек. Хадис под номером 186. Сообщается, что Амар передал со слов своего отца: «Я был свидетелем того, как однажды Амар ибн Абу Хасан спросил Абдуллух ибн Зайда об омовении пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И тогда он попросил принести сосуд с водой, и он совершил для них омовение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сначала он слил воду на руку из сосуда и помыл руки трижды. Затем он опустил свою руку в сосуд и, набрав воды, прополоскал рот, втянул воду в нос и выпустил ее обратно, набирая воду трижды, пригоршнями. Затем он снова опустил руку в сосуд и, набрав воды, трижды помыл лицо. Затем опять опустил руку в сосуд и, набрав воды, и помыл каждую руку дважды, до локтей. После чего опять опустил руку в сосуд и, набрав воды, протер свою голову, начиная руками спереди и переходя назад. Сделав это один раз, и затем он помыл свои ноги до щиколоток. Глава. Использование воды, оставшейся после омовения. Хадис под номером 187. Сообщается, что Абу Джухайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к нам в полдень, ему принесли воду для омовения, а после того, как он совершил его, люди стали брать оставшуюся после его омовения воду и обтираться ею. А затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил полуденную зухр и после полуденную аср молитвы, каждый из которых состояла из 2 ракаатов. И в это время перед ним была воткнута в землю его палка с острым наконечником». Хадис под номером 188. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести себе сосуд с водой, вымыл в нем руки и лицо, а затем слегка сплюнул в него воду, после чего сказал им: выпейте из него и налейте себе на лица и шеи». Хадис под номером 189. Сообщается, что Ибн Шихаб сказал: «Рассказал мне Махмуд ибн ар-Раби, да будет доволен им Аллах, а это тот, кому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, набрав в рот воды и прыснул ему в лицо из их колодца, когда Махмуд был еще мальчиком. Он сказал: а когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал омовение, его сподвижники были готовы сражаться друг с другом из-за воды
которую он использовал. Хадис под номером 190. Сообщается, что Ас-Саиб бин Язид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды моя тетка со стороны матери привела меня к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, которому сказала: «О посланник Аллаха, сын моей сестры заболел, а он погладил меня по голове и призвал на меня благословение». Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил омовение, а я выпил остаток воды, которую он использовал, после чего встал у него за спиной и увидел у него между лопаток печать пророчества, по виду подобную яйцу куропатки.